Привет, привет, с вами Алена, и сегодня я покажу вам работу стажера и небольшой нюанс на тему того, как не нужно ставить 3ТО скобу. Но сначала я вам расскажу предысторию. Пришел к нам молодой человек, он знал, что он идет моделью к стажеру, это все было сделано с его согласия, чтобы просто потом не говорить, что мы людей кидаем там непонятно кому. Ну так вот, парень работает в Икее, и, как вы, наверное, все знаете, у них там есть свой определенный дресс-код, то есть сотрудникам выдают одежду, у них там футболки, там какие-то штанишки, да, все в корпоративных цветах, а также им выдают специальную обувь, то есть определенный вид обуви, в который ходят все сотрудники Икеи. И, судя по всему, парень не смог правильно выбрать эту обувь себе по размеру, либо указал как-то размер неверно, ему выдали. В общем, дело в том, что она ему жутко давит, натирает, ему в ней тесно, и, конечно, следствием всего этого мероприятия стало то, что у него банально начали вырастать ногти, то есть пошло воспаление. И, кстати говоря, на втором пальчике вы видите уже тампонаду, то есть там видно, что все это дело не в лучшем виде. А мы сейчас ставим 3ТО скобу. Это такие прикольные железочки, которые вставляются под краешки ногтя для того, чтобы поднять вот эти вот параллели, уголки, чтобы вывести их из мяска. Вставляется с одной стороны, с другой, и потом все это дело соединяется тоже специальной проволокой, закручивается, и, собственно говоря, все, коррекционная система готова. Но тут у нас будет ошибка, о ней я скажу чуть позже. И также хочу сказать, что даже если вы совершили такую ошибку, клиент от этого не умрет. Просто в следующий раз нужно будет ставить систему уже с поправкой на правильную ее установку, либо снять и переделать ее сразу, как сделали мы. Но в этом видео я покажу только то, что мы сделали неправильно, точнее наш стажер. А потом запощу где-нибудь в сторисах в Ютубе правильный вариант установки, то есть как на самом деле нужно было. Вот сейчас стажер устанавливает вот эту проволочку, которая соединяет. Смысл в том, что нужно будет сделать натяжение, и уголочки просто поднимутся. Такую коррекционную систему клиенты, как правило, носят приблизительно 3 недели, после чего ногти, естественно, отрастают, и тогда нужно ее снять и переставить повыше. Все очень-очень просто. Это достаточно популярная коррекционная система, хотя титановая нить в установке намного проще. Но сразу хочу сказать, что вообще те, кто умеет 3ТО скобу ставить, это очень крутые мастера, это прям классно. То есть эти крючки нужно сначала изготовить, потом их нужно закрутить и установить. В общем, требует определенных навыков. Как видите, там прижимают, закручивают. То есть сейчас осуществляется натяжение. И вот как раз в этот момент, уже буквально через пару секунд, мы сможем увидеть, что же здесь не так. А не так здесь только одно. Дело в том, что так называемые плечи вот этой скобы, то есть правая и левая железячка, они разного размера. То есть одна длиннее, а другая короче. И это означает не то, что система не сработает, а то, что один край ногтя поднимется выше, а другой ниже. И, соответственно, в следующий раз, если бы оставить это все, приходилось бы устанавливать коррекционную систему прямо пропорционально наоборот. То есть та сторона, которая была короткая, делаем ее длинной, и наоборот. Но мы решили так не оставлять, а просто потом сняли и все переделали как нужно. А сейчас тоже важный нюанс. Кладется акрилатик на вот эту вот зону, где у нас проволочка, чтобы она не цеплялась, и чтобы это все хорошо держалось. И, естественно, лирическое отступление на тему того, что это не обучающее видео, а просто демонстрационное, ибо чтобы делать такие штучки, нужно пройти обучение. У меня все. Пишите свое мнение в комментариях. Пока-пока. С вами была Алена. И до новых встреч. И да, не забываем подписываться и ставить лайк. Для меня это очень важно. Я очень ценю вашу поддержку.